И когда мы подошли к подъезду, он спросил: можно я тебя завтра после работы встречу? Я ему сказала нет. Не знаю почему, хотя было очень приятное такое, уже совершенно другое чувство, не такое, как в первый день нашего знакомства. Больше доверия к этому человеку стало, но сказала нет. И на следующий день после работы, когда я закончила смену, вышла на улицу и шла на остановку трамвайную, проходя мимо машины, увидела, что кто-то, какой-то мужчина вылез из нее, стоит с цветами. Там было темно, и я не совсем поняла, кто это. И потом услышала свое имя, обернулась и увидела, что поняла, что это Сергей, с которым мы ходили вчера в боулинг. Мы поздоровались, он предложил подвезти меня до дома, я согласилась. Села в машину, мы всю дорогу ехали молча, периодически поглядывая друг на друга. И несмотря на эту какую-то неловкую паузу, неловкое молчание, у меня было чувство и ощущение, что я нахожусь под каким-то таким невидимым куполом защиты, и мне было очень спокойно и хорошо рядом с этим человеком. С его стороны, пока мы ехали домой, не было ни какой-то наглости, дерзости, присущей многим мужчинам в общении с противоположным полом. Он как бы был очень простым и, наверное, даже очень скромным человеком. И мне это качество очень понравилось и было близко на тот момент. И в таком режиме прошел месяц. Мы работали, после работы он приезжал, меня встречал, всегда с цветами. Возвращаясь на квартиру домой, многие уже на квартире подшучивали надо мной, говорили, что твои вчерашние цветы еще не успели завять, а ты уже пришла со свежими. И многие девочки, которые жили на квартире, наверное, где-то в глубине души завидовали, потому что каждая из них уже жила там, кто-то из них была замужем, кто-то там встречался, и как бы столько внимания от мужчины для них было непривычно. Прошел месяц, прошел второй, и в один из таких вот вечеров, когда он провожал меня домой, я впервые услышала слова «я тебя люблю». Для меня это было, скажем так, неожиданно и даже, наверное, шокировало в тот момент. Но я смотрела на него глазами, тоже уже полными любви, и была счастлива, что это чувство взаимно. Мы провстречались полгода, и в начале лета у моего брата был день рождения, но мой брат был все еще не знаком с моим новым молодым человеком. И чтобы познакомиться с ним, он предложил пригласить его к нему на день рождения и как бы в кругу друзей наших всей нашей компании, познакомиться с ним. Я предложила своему молодому человеку, Сергею, он согласился. И в тот день, когда он приехал на квартиру, где мы жили, в квартире собирались все гости, которые должны были потом отправиться в лес на шашлыки. И мой молодой человек, Сергей, он прошелся по квартире, посмотрел, она была очень тесная для такого количества людей, которые там проживало. И, наверное, где-то в глубине души ему, наверное, стало больно от того, что он увидел, что его девушка живет в таких условиях. Мы отпраздновали день рождения. Мой брат тоже подружился с Сергеем. И просто так получилось, что у нас мой брат Сергей, мой молодой человек Сергей. Были такие шутки, что не рожа, то Сережа. И после
этого дня рождения, вечером, когда мы зашли в квартиру, начали прощаться, он сказал мне, мой молодой человек, сказал: собирай вещи, ты едешь жить ко мне, ты здесь не останешься больше. Я согласилась, собрала вещи, и мы переехали к нему в квартиру. Когда мы приехали в квартиру, в которой он жил, кроме него там еще жила его родная бабушка и сестра. Они очень добро и мило встретили меня, и на протяжении нашей дальнейшей жизни, ну, по крайней мере, с бабушкой, у нас всегда были очень дружеские и милые отношения. Затем было знакомство с его родителями. В день нашего знакомства с ними я очень сильно нервничала, потому что стереотипы мои о отношении к приезжим в Москву, оно никуда не делось, оно осталось. Я понимала, что родители, возможно, будут думать то же самое при нашей встрече, при этом знакомстве. И очень дико нервничала. И когда мы приехали к ним, сели за стол, покушали. Как бы я понимала, видела, в принципе, очень хорошие, добрые, душевные отношения их ко мне, но в глубине души все равно продолжала нервничать. И в какой-то момент мне стало нехорошо. Я вышла из-за стола, хотела пойти в туалет, но не дошла, просто потеряла сознание от переизбытка, видимо, чувств. От этого гормона стресса стало нехорошо, я потеряла сознание. Затем я пришла в себя, родители вокруг меня были. Сергей им рассказал причину этого обморока, что я сильно нервничала, переживала. И слова, которые сказал его папа в тот день, они меня успокоили. Он сказал, что в свое время он тоже сделал выбор, и свою жену, Сережину маму, тоже привел домой, в свою квартиру, и чтобы я не нервничала, не переживала на эту тему, что они хорошо ко мне относятся. Они слышали от бабушки, которая с нами жила, как мы живем и что у нас происходит в нашей квартире. Они как бы были в курсе, и они были счастливы за своего сына, что он встретил человека, рядом с которым он был счастлив. Рядом с которым он был счастлив, потому что у него тоже были там свои непростые взаимоотношения с девушками, которые заканчивались не очень хорошо. И они были рады, что вот наконец-таки он встретил женщину, рядом с которой он чувствует себя с которой ему хорошо, и которая в скором станет его женой. Мы прожили 2 года, скажем так, гражданским браком. Кто-то не любит эти высказывания, когда такие отношения называют. Кто-то называет это просто сожительством. В общем, мы прожили 2 года вместе в одной квартире, и хочу сказать, что за эти 2 года у нас не было ссор, не было выяснения отношений, которые очень свойственны парам, которые съезжаются, начинают совместную жизнь. У нас этого всего не было. У нас как-то все было тихо, спокойно, с пониманием, с уважением друг друга. И родители Сергея, они очень часто спрашивали у бабушки, ругаемся ли мы вообще. И она всегда говорила: нет, я ни разу не слышала. Из их комнаты всегда слышен смех, и ребята выглядят счастливыми. И это действительно было так. Мы жили и были счастливы. И после 2 лет Сергей сделал мне предложение выйти замуж, зарегистрировать официально наши взаимоотношения. Мы подали заявление, поженились, и день нашей свадьбы, он был необычным, не таким. Это была не такая свадьба, которую
обычно бывает вот у молодых пар.